Всем привет! Короткий видос о блоках питания Cooler Master серии MVE White, а точнее про их трещащий вентилятор. Вся эта серия страдает от уродской вертушки до версии V2 включительно. Данные блоки старались сделать тихими и добавили возможность остановки вертушки на 15% потребления системы. При включении вертушки, когда система переходит порог в 15%, а это почти всегда, начинается легкий треск, слышимый разве что если действительно стараться прислушаться на фоне работы всего системного блока, точнее его вентиляторов. Если появлялась серьезная нагрузка, то вентилятор начинал издавать уже более слышимый треск, который переходил в отчетливое чуть ли не тарахтение. Казалось бы, это будет длиться, пока не снизишь нагрузку, но после 10 минут тарахтения прекращается, и блок не издает неадекватных шумов. Не потому что вентилятор встал, а потому что он разогрелся. И это при поддерживаемой постоянной нагрузке. В итоге страшного ничего не случилось, просто кто-то решил ставить странные вентиляторы, и проблема вообще довольно частая, насколько мне известно. Но выход всегда есть, и это даже не смена вертушки, ведь блок обычно на гарантии. Первое. Можно сразу вернуть блок в магазин, если проблема выявилась в течение недели при различных нагрузках. Второе. Это то, как вы поставите этот блок. Например, поставить блок питания вентилятором не вниз, а вентилятором вверх, особенно если у вас нет кожуха в корпусе или он перфорированный, то вариант как бы нормальный. В моем же случае именно это позволило не узнать, как эти блоки могут громко трещать. Остается только еле слышимое потрескивание на любых нагрузках, которые можно не услышать на фоне всего системника, пока я не поставил его вентилятором вниз, в новый корпус. Жаль, я этот момент не успел снять на камеру, было 2 раза. И вроде пока не трещит с такой силой. К слову, блок можно поставить и вертикально, если у вас какой-то хитро выебанный корпус, то в таком положении никакого треска нет вообще. Короче говоря, попытка записать звук в вертикальном положении этого блока. Не знаю, как получится, вот вы уже видели, что все прогрелось уже в стресс-тесте. Системник лежит боком. Шумит в основном вот эта хрень. И надо как-то записать звук нашего блока питания. Так как он сейчас в вертикальном положении, то я не знаю. То есть, как бы нету никаких трещаний. Вот я придвигаю микрофон поближе. Он абсолютно тихий. Здесь, если поближе сделать, то шумит вот это и вот это. Вот эта башня. И все. Поэтому я и говорю, что надо его располагать как-то вертикально. Допустим, если у вас некий такой стенд, то вот, пожалуйста, вертикально можно расположить. Ну а теперь, наверное, стоит озвучить и другую проблему этой серии. И это уже не треск вентиляторов, а свист чего-то из компонентов самого блока. Лично мне такой не попался, только вентиль косячный. Но можно, например, послушать, что, собственно, скажет бородатый сборщик ПК. Вот сейчас только до компа добрался. Смотри, когда я говорил о проблеме стрекотания, свиста и шипения, я говорил о проблеме трансформатора или дежурной части. Я точно, кстати говоря, не смог выявить, что именно стрекочет. В последующих ревизиях Cooler Master MVE White, они сейчас отказались от вот этих вот старых вертушек, которые стрекотали, и они сейчас ставят обычные вертушки на втулке скольжения. Фотки я кидал Герману, могу тебе перекинуть. Вот, и входная банка у них сейчас не Elite идет в новых ревизиях, а Капсон.
Но это, грубо говоря, не так важно. Видишь, основная проблема сейчас уже у Cooler Master MVE White — это стрекотание, шипение и свист в состоянии без нагрузки. То есть, если у нас блок питания находится без нагрузки, то есть никакого стресс-теста, никакой игры на нем не происходит, он шипит, свистит, пердит и так далее. Вот звуки, они по ощущениям исходят от трансформатора, от основного. Вот. И как раз таки, если рассматривать эту проблему, то блоки питания на 500 Вт, они практически все беспроблемные, то есть на них такой штуки нет. В то время как на блоках питания 550, 600, 650, 700, 750 такая проблема есть. То есть да, там очень много блоков питания попадаются именно со свистом и с шипением. Касаемо стучащей втулки, стучащего подшипника, вот это вот гидродинамического, я уже давно не встречал. То есть вот я буквально год назад закупался этими блоками, да, было дело, они попадались со стучащим кулером, попадались без стучащего кулера. Но сейчас уже такого практически нет. А если есть, то очень редко и, наверное, больше в небольших магазинах. То есть вот я имею в виду, что в DNS, в онлайн-трейде они практически такие не попадаются мне. Но с шипением, со свистом, со стрекотанием, пожалуйста. И причем самое забавное, стоит тебе хоть как-то нагрузить этот блок, то есть, грубо говоря, условный 650-ваттник у меня был, он стрекотал, я включаю игру, все, ультра-сайлент, никакого звука, все прекрасно, все тихо, все классно. Стоит мне, грубо говоря, игру выключить, выйти на рабочий стол. Вот такая вот история. Этот момент с компонентами, к сожалению, никак не исправить, когда система в простое. В общем-то, это все, что хотелось сказать по поводу блоков питания MVE White. На этом все.